Всем привет! И сейчас я вкратце расскажу, как мы будем с вами взаимодействовать. Если вы напишите комментарий в чате под видео во время стрима, то этот комментарий увидят все зрители. Если там будет какой-то вопрос, я отвечу на этот вопрос. А может быть, не отвечу. Но если вы хотите, чтобы ваш вопрос был озвучен обязательно, с какой-либо цензуры, тогда под видео есть две ссылки. Первая, ссылок там много, но самая верхняя ссылка на донат-стрим. Вы делаете любой донат. 2 рубля, 5 рублей, 100 рублей. И в месте для сообщений пишите свой вопрос. Чем дороже ваш вопрос, тем раньше я начну на него отвечать. То есть, если поступило 5 вопросов, 4 по 10 рублей и 1 по 100, на первом месте будет стоять вопрос за 100 рублей. А все остальные будут ниже. Если вдруг появится какой-нибудь вопрос за 1000 рублей, то на первом месте будет стоять вопрос за 1000 рублей, второй вопрос за 100 рублей, и все остальные потом. Если вы хотите, чтобы я озвучил, что поступил вопрос от такого-то, такого-то человека, тогда в тегере сообщения напишите, что вопрос от меня и вопрос. Если вы сделаете донат от 500 рублей и выше, вот здесь появится ваше имя на 1 месяц. С одной стороны, может показаться, зачем это надо. С другой стороны, если вы, например, напишите вместо своего имени Василий, Агафен или еще какого-нибудь, услуги фотографа, и телефон, или e-mail, то здесь будет висеть именно эта запись. То, что вы написали в поле имя. Также вам доступно будет указать URL видео с YouTube протяженностью не более 10 минут. Это также доступно при донатах от 500 рублей и выше. И ваше видео мы посмотрим в любом случае, даже если оно было отправлено, когда стрим не идет, закончился или еще не начался. Просто я это видео включу в ручном режиме и всем покажу. Также вы можете записать свое сообщение не текстом, не буквами, не на клавиатуре, а воспользовавшись микрофоном. И тогда ваше сообщение мы послушаем. Также без какой-либо цензуры, резок, запискиваний и прочего. Собственно, и все, что касалось донат-стрима. Также внизу есть другая ссылка на Donation Alert. Если вы сделаете донат по этой ссылке, то ваше сообщение, не имя, а именно ваше сообщение, будет отображаться вот здесь, внизу экрана, ровно 7 суток с момента ее отправки. Либо до того момента, когда кто-нибудь отправит туда свое сообщение дороже вашего. Также есть ссылка на Boosty. Что эта ссылка дает? На Boosty отображается все то же самое, что вы смотрите здесь на YouTube, ВКонтакте. Но, оформив самую дешевую подписку, за 100 рублей на данный момент, вы получаете возможность в комментариях указывать свои темы в течение всего месяца. То есть вы оформили подписку, заплатили 100 рублей, ваша подписка действует месяц, и вы можете отправлять свои вопросы, свои темы, все что угодно, и все это будет использоваться при создании тем нового стрима. Если же заплатите не 100 рублей, а купите более дорогую подписку, то ваше имя точно так же появится вот здесь, в спонсорах канала. Появится не сразу, как только мне придет информация, что вы оформили подписку, я в ручном режиме ее добавлю. Также там есть возможность купить мега-дорогую подписку за 1000 рублей. Купив эту самую мега-дорогую подписку, вы должны в обязательном порядке указать свой рабочий телефон. Не в смысле телефон на работе, а телефон, который работает, по которому я могу до вас дозвониться. Электронную почту. Тогда я по этим контактам свяжусь с вами. Мы обсудим технические детали, протестируем. И если все будет нормально, вы станете соведущим одного выпуска стрима. Как это будет выглядеть, я на данный момент не могу сказать. Все зависит от ряда фактов. Если будет возможность сделать видеосвязь, я сделаю видеосвязь. И тогда рядом с моей мордой лица будет ваша морда. Будет возможность просто поговорить, не знаю, например, через звонок, через какой-нибудь мессенджер. Мы сделаем так, чтобы было видно меня и слышно вас. То есть именно этим мы и займем. Ну а пока можете поставить лайк и подумать, что вам больше подойдет. А стрим начинается. Всем доброго вечера. Начинаем новый стрим. Будем сегодня недолго разговаривать, ну да ладно. Первый вопрос, который хочется обсудить, который задают, это почему у меня нет такой ссылки, по которой вы можете отправить денежки, а я
налью чего-нибудь горячительного и выпью, например, за ваше здоровье, или поздравлю с днем рождения, или что-то тому подобное. Ну, например, потому что пить и поздравлять с днем рождения, с каким-то праздником, ну, банально я не хочу. Во-вторых, а вы, ребята, сначала денежку скиньте, ну, например, 100 рублей по донатной ссылке, и напишите сообщение, а поздравьте Васю из Таганрога с днем рождения, или Агафена из Армавира с удачной сдачей экзамена, или еще что-нибудь. Я поздравлю. А выпивать... Если будут донаты, которые позволят мне купить какой-нибудь хороший, нормальный выпивки, то, может быть, когда-нибудь эта рубрика и появится. Но на данный момент, если честно, я не вижу в этом какой-то необходимости. Более того, вот сейчас посмотрел, вот наверху сейчас человек. Знаете, как этот человек попал туда? Он отправил мне 5 вопросов и заплатил за каждый вопрос 100 рублей. Это все в течение месяца. И вот бесплатный совет. Если бы этот самый человек подписался бы на Boosty, он бы заплатил 100 рублей. И смог бы отправить, например, 5, 10, 50, 150 вопросов в течение месяца. Вроде как выгоднее получилось бы. Но человек решил сделать по-своему и сделал по-своему. Против ли я? Нет, не против. Да, он бы отправил 1001 вопрос и никогда бы из-за этого не появился бы в спонсорах канала. Но он появился в спонсорах канала. Ну и что от этого изменилось? В первую очередь для этого человека. Ничего. Поэтому смотрите сами, решайте сами. Я, в принципе, что хотел, вам уже посоветовал. Также захотелось показать один клип вам. Клип Воронежской филармонии. Исполняет мелодию из песни «Туман» группы «Сектора газа». Получается очень даже неплохо.
мой взгляд, получилось не просто неплохо, а очень даже хорошо. Кто не в курсе, Воронеж — это родина Юрия Хой, солиста «Сектора газа». И последнее время, месяца два, его песни потихоньку, полегоньку всплывают как какие-то, не знаю, как правильно выразиться, гимны интернационалы времен гражданской войны прошлого века. Поэтому, не знаю. Может быть, так лучше, может быть, нет. К группе «Сектор газа» относился всегда, никогда не был их фанатом, скажем так. Да, в возрасте 15, 16, 17 лет еще слушал, но потом интерес пропал, и, наверное, середина 90-х лет, так, может быть, один-два раза в год какую-нибудь песню, и то не потому, что она в моей фонотеке присутствует, а просто где-нибудь по радио, где-нибудь по телевизору, в каком-нибудь фильме, еще где-нибудь всплывет. Только поэтому и слушаю. А здесь, после исполнения симфоническим оркестром, скачал пару-тройку песен, на мой взгляд, самых приличных, в смысле самых нормальных, в моем понимании. Ну и теперь время от времени буду послушивать. Ну да ладно. Не будем долго затягивать и перейдем к вопросам, которые вы нам присылали. Первый вопрос никуда не записывал, но все равно. Почему киносериальная часть выходит не в каждом выпуске стрима? Ну, по той же самой причине, что и распаковка не в каждом выпуске стрима. Есть что показать? Покажу. Нет? Значит, нет. В данный момент смотрю 3 сериала. «Пацаны», «Старик». Какой еще у нас? «Зло». Сериалы разные. Мне нравятся. Но про каждый из них уже рассказывал. А рассказывать про каждую серию, во-первых, мне не интересно. Ну, а во-вторых, мне не интересно. А если хотите смотреть киносериальные рассуждения про всякое разное кино, ну, подпишитесь на канал Гоблина, на канал Жука Климова. Они любители потыкать пальцем в резиновых хрюшек и расскажут вам, какое кино очень плохое, потому что его не переводил Гоблин. И как оно не нравится Жуку Климову, потому что оно не нравится Жуку Климову. Потому что он же такой специалист в кино. Столько лет в подвале в Эрмитаже посидел, что в кино он прям специалист. Ну а я посмотрю хорошее кино или хороший сериал,
я обязательно про него расскажу. Ну а если не получится, значит просто поотвечаем на ваши вопросы. Слово говоря, первым вопросом у нас пойдет про очередной дефолт России. Но тут нужно сразу сказать следующее. Во-первых, дефолт — это когда страна не может выплатить свои долги. А Россия свои долги выплатить может и выплачивает. Только рубля. То, что Европа, Америка отказываются принимать рубли, это проблемы Европы и Америки. И как такового дефолта у России нет. И в ближайшее время он не планируется. В отличие от той же самой Америки, мы уже давно не живем в долг. Поэтому вопрос глупый. Также сообщают, что Украина разорвет все отношения с Сирией по той простой причине, что Сирия собирается признать Донецкую и Луганскую народную республику. И после всего этого в Сирии, наверное, начали волноваться, нашли на карте Украину и всплакнули. Как же они без дипломатических отношений с этой кучкой хохлов они будут жить? К слову говоря, Шойгу доложил царю-батюшке, что Луганская Народная Республика полностью освобождена. И это уже не доложил. Это уже так небольшая мысль от меня. Теперь начинается вторая часть марлезонского балета. Теперь мы будем смотреть, как быстро Луганская Народная Республика разлюбит Россию. Сейчас, да, сейчас туда будут бухнуты огромные деньги, будет восстанавливаться инфраструктура, разминироваться поля, будут делать жизнь людей на достойном уровне. Но что-то мне подсказывает, что то, что в это понятие вкладывает Россия, и то, что в это понятие вкладывают местные жители, немного различаются. И вот мне интересно, когда вот эта разница проявится. Ну, подождем, посмотрим. Очередной, назовем его безбашенный террорист. Мужчина, возраст его около 40 лет, безработный, периодически говорят, постоянно прибухивающий, решил стать популярным. Как стать популярным, не затратив огромных средств на это? Взять бутылку с керосином и бросить во что-нибудь заметное. Что-нибудь заметное оказалось управление ФСБ. В течение ближайшего времени мужчину задержали. Некоторые дураграм-каналы пишут, что он уже извиняется, больше так не будет, и все тому подобное. Но каких-то официальных заверений, видео с извинениями я не видел. Поэтому, скорее всего, получит какой-нибудь срок, не сильно большой, и больше про него никто не вспомнит. По крайней мере, хотя бы пить бросит. Какая-никакая, а польза для здоровья. Бастрыкин
предложил ограничить показ по телевидению сцен с насилием. В последнее время как-то много всяких предложений, которые не имеют смысла. Ну, допустим, Пострыкин предложил ограничить показ сцен с насилием. А что такое сцена с насилием? Ну, допустим, по новостям не смогут показать, какие жертвы несут украинцы от украинцев. Ну, вот, что хотите, делайте. Сколько раз вы не назовите жителей Донбасса, Луганска, Херсона и прочего в той стороне лежащего края русскими. Как были они хохлами, так хохлами и останутся. Просто одни хохлы на мове твердят и за Зеленского воюют. А другие захотели не от всех, а от этих деньги получать. И все. Или, например, 9 мая. Решат нам показать кино. Они сражались за Родину. Они смогут, потому что наверняка это кино тоже будет ограничено в показе. И еще много-много каких фильмов. Если мне не изменяет память, Мирон из «Справедливой России» предложил переименовать Калининград какой-то то ли Балтийск, то ли еще, не помню какое название, но фиг выговоришь, фиг прочитаешь. Другая представительница из той же когорты народных избранников предложила убрать из русского языка все иностранные слова. Для чего все это делается? Ну, в мире как-то относительно тихо, спокойно. Не в том смысле, что тихо, спокойно и ничего не происходит, а именно ничего не происходит в среде, в которой эти самые персонажи обитают. Поэтому нужно сделать что-нибудь громкое и хайповое. И они сделали. Один предложил то, что никогда не примут, другой предложил другое, что тоже никогда не примут. И мы все прочитали, мы все повозмущались, посмеялись, поддержали, вздохнули, поставили лайк. И через день, через два про это все забыли. Поэтому, не знаю. Надо народным избранникам, чиновникам какие-нибудь курсы устраивать, людей нанимать, которые бы помогали им избегать подобных заявлений, но делать свою жизнь более красочную со стороны масс-медиа. А так, ну, предложил и предложил. На самом деле, день-два и все забыли про то, что он предложил. А потом надо будет и вспомнить. Поэтому не знаю, как вам, а к подобным предложениям я отношусь с усмешкой. Просто нужно человеку напомнить о себе, и он о себе напомнит. Кто-то напоминает хорошо и громко, кто-то не очень хорошо и не очень громко. Но тут как у кого фантазия работает. Ну и в завершении сегодняшнего стрима озвучиваю техническую новость. Система быстрых платежей, это наша отечественная система, начинает тестировать оплату с помощью НФЦ, установленного на смартфон. В статье, которые мне скинули, я прочитал, что в принципе неплохо все это проходит
на смартфонах Android. На айфонах пока какие-то заморочки. Ну, вроде как бы есть решение, но нет пока практического исполнения. Как только оно появится, все будет озвучено. И эта самая штука, кроме СБП, также будет работать в приложении YouMime. Вот они, например, меня уже замучили. Уже 5 или 6 писем со спамом свалилось, и это если не считать только этих пуш-уведомлений, которые вылазят. Подробным описанием, где в настройках что прописать, чтобы когда пришел в магазин, купил, какую кнопочку нажать, чтобы все это заработало, куда поднести, как все это сделать, чтобы оплата снялась. И это все якобы работает, несмотря на работающие санкции. С YouMoney протестировать не могу, как и с Android телефоном, потому что у меня деревянный старичок, который таких слов не знает, как NFC. Айфона тоже пока нету. Но поживем увидим. В ближайшее время, если заработает, то как-нибудь протестируем. И может быть даже все заработает. А на данный момент я говорю вам до свидания. Увидимся через 4 дня. Присылайте свои пожелания, вопросы, темы, и мы их обязательно озвучим. А теперь пока.